Вы когда-нибудь теряли контроль над собственным телом? Даже когда, прикладывая титанические усилия, вы ничего не могли с ним сделать? Предлагаем вашему вниманию короткий рассказ. Руки. Врач потянул за дужки стетоскопа и привычным движением повесил себе на шею. Семен Борисович, все анализы оказались отрицательными, и мое обследование не выявило никаких аномалий в вашем организме. Семен уже знал, что дальше будет говорить врач, и прервал его. Доктор, я не сумасшедший, понимаете? Мне правда очень жаль, но нет никаких симптомов, которые хоть как-то оказывали влияние на потерю контроля над вашими руками. Может, вам стоит обратиться к психотерапевту? Мне не нужна терапия, уставшим голосом произнес Семен, мне нужны ответы. Я просто убежден, что они живут собственной жизнью, отдельной от моей. Я потерял всяческую способность работать, на меня завели уголовное дело о нападении на человека, мои руки чуть не убили соседа по лестничной площадке. Это так больше не может продолжаться, понимаете? Семен вопросительно посмотрел на доктора, но тот только развел руками. Вам все равно стоит хотя бы попытаться попринимать препараты. Спустя 2 недели безрезультатного приема новых лекарств, Семен окончательно впал в глубокую депрессию. Он был уверен, что врачи серьезно ошибались, и это не было психологической проблемой. Той проклятой ночью Семен сидел в кресле и потягивал виски, он был подавлен и не мог найти себе места. Будучи беспросветно пьяным, он поковылял в гараж, который находился возле дома. Запустив циркулярную пилу, он направил руки в сторону визжащего лезвия. Следователь Потапов вошел в гараж, где несколько офицеров в форме стояли над залитым кровью телом. «И что же у нас тут такое?» – спросил он, оглядывая залитый запекшейся кровью пол. «Это странно, правда странно», – начал говорить полицейский. «Что именно?» – нервно, сквозь зубы произнес Потапов. «Взгляните на тело. Очевидно, он отпилил себе руки настольной пилой и истек кровью». Потапов присел на корточки. «И...» – недоуменно произнес следователь. Полицейский замялся. «Мы нигде не можем найти его руки». Главный герой рассказа не смог справиться со своим проклятием и решил пойти на крайние меры. Подписывайтесь на канал, оставляйте комментарии и ставьте пальцы вверх, если вам понравилось видео. До новых встреч!